Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я для вас хочу приготовить очень вкусный десертный желейный торт «Драгоценная россыпь». Готовится легко и просто из доступных ингредиентов. Вот такие вот желе, 3 штуки, мне понадобятся для этого рецепта. Они 3 цветов: желтый, красный, зеленый, зеленый со вкусом киви, вишневый и лимонный. Это для того, чтобы наш торт был красивый и разноцветный. И сейчас на примере одного пакета я покажу вам, как его разводить. Один пакет весит 100 грамм и разводится на 500 мл воды. Здесь у меня ровно 250 мл воды, половина от нормы. Вода у меня комнатной температуры. Высыпаю я согласно инструкции сюда желатин и даю ему несколько минут набухнуть. И потом разогрею до 80 градусов, ни в коем случае не доводим до кипения. При постоянном помешивании растворяем желатин. И потом даем остыть градусов до 50. Желе у меня немножко остыло, и теперь заливаем его в формы. Теперь даем остыть до комнатной температуры, и потом я уберу в холодильник на 3 часа. Желе у меня застыло, вот посмотрите, я вам показываю, все. И у меня теперь все 3 цвета готовы. И теперь я покажу, как мы будем разрезать это желе. Обязательно берем острый нож и делаю я вот такие вот полоски шириной 1 сантиметр. И потом уже разрезаю это желе на квадратики, чтобы у нас получились кубики сантиметр на сантиметр. Вот такое вот у меня красивое, веселое печенье сладкое. Ровно 350 грамм для этого рецепта нам понадобится. Добавляю сюда кубики желе. Все, порезал я кубики желе. И теперь я все это хорошенько, тщательно перемешаю. Здесь у меня ровно 800 грамм 20% сметаны. И теперь я сюда добавляю 1 банку сгущенки. 380 грамм. И теперь с помощью миксера я это все хорошенько перемешаю. Обязательно попробуйте на вкус. Если вам мало сахара, то добавьте по вкусу. Здесь у меня ровно 350 грамм воды комнатной температуры. Теперь я сюда добавляю 25 грамм желатина и 1 пакетик желе у меня абрикосовое. И даю по инструкции желатину набухнуть. Потом желатин нагрею и я его разведу. Для торта я буду использовать вот такую вот чашку. У меня на 28 сантиметров. Застелил я ее просто пищевой пленкой. Желатин я разогрел вместе с желе до 80 градусов. И потом дал остыть градусов до 50-45. Чтобы он у нас не успел застыть. И теперь потихонечку вводим в сметану. И хорошенько перемешиваем миксером. Все я хорошенько перемешал, и теперь эту массу выливаем в кастрюлю. Емкость берите побольше, и теперь все хорошенько перемешиваем. И теперь в форму, где мы будем формировать наш будущий торт, выливаем все, что мы приготовили. И теперь нам осталось это все накрыть пищевой пленкой. Накрываем пищевой пленкой и убираем в прохладное место буквально на 5 минут. Прошло у меня 5 минут, и теперь необходимо еще раз перемешать наш будущий торт. Это делается для того, чтобы печенье у нас было не сверху, а по всему распределилось торту. И равномерно распределяем вверх. Итак, друзья мои, прошла у меня ночь, я уже делал торт вечером. И теперь нам необходимо его достать. Делается тоже легко и просто. У меня есть вот такая вот тортовница. Переворачиваем ее, вот так вот накрываем. И переворачиваем всю емкость. И торт у нас оказывается на тортовнице. Теперь снимаем чашку, снимаем пленку. И посмотрите, какой красивый у нас получился в итоге торт. Вот такой вот торт «Драгоценная россыпь» или «Мозаика», или «Битое стекло» у меня получилось благодаря Оксане с канала «Вкусные секреты». Давайте скажем ей за этот рецепт большое спасибо.
Вот так вот выглядит этот торт в разрезе. Посмотрите, какой он красивый. Подойдет на любой праздничный стол, на день рождения, на Новый год. Все гости будут просто в восторге от такого торта. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Всем пока-пока.